Друзья, всем привет! С вами Айман Ескраева, юрист в Дубае. В этом видео я расскажу о тех нарушениях, которые вы, возможно, не знаете, но которые являются таковыми в Эмиратах. Подписывайтесь на меня в социальных сетях, ставьте лайк этому видео, пишите в комментариях свои вопросы, а я вам в этом видео расскажу основные нюансы, на которые вам следует обратить внимание. Итак, самые первые главные, друзья, когда вы сюда приезжаете в Эмираты, возможно, вы не знаете, возможно, вы слышали, но здесь нельзя фотографировать. Фотографировать других людей, фотографировать государственные учреждения и здания. Это на самом деле чревато большими штрафами, но, как правило, вас никто не штрафует сразу на месте. Обычно к вам подходят вежливо и просят не фотографировать, если вы туристы, то есть все совершенно культурно, адекватно. Нету такого, что вас пугают, там все такое настолько суровое. Если вы турист, вам это прощается, просто вас предупреждают, просят удалить кадры, если попали случайные люди. И это то же самое относится к видеосъемке. Здесь категорически запрещено снимать видео других людей, тем более выкладывать их в социальных сетях без определенного на то специального разрешения. Друзья, имейте это в виду, когда вы приезжаете в Эмираты. Наверняка вы не знаете еще об одних нарушениях, которые имеют место быть на территории Эмиратов. Это переход пешехода в неположенном месте. Очень часто люди, которые перебегают, не замечают, не в положенном месте переходят дорогу, они должны быть аккуратны и осторожны, потому что пешеходов здесь тоже очень часто штрафуют. То же самое относится к выбросу мусора в неположенном месте, то есть за культурой, за чистотой, за этим всем следят. Конкретные размеры штрафов я вам сейчас не буду говорить, озвучивать, потому что в каждом Эмирате оно немножко разнится. Если вы попали в какую-то такую ситуацию, где на вас накладывают административные штрафы, где, может быть, даже криминальные кейсы открывают, то, пожалуйста, обратитесь, мы, в принципе, вам обеспечим консультацию и расскажем, какие нюансы в том или ином Эмирате, в зависимости от конкретной ситуации вашей. Друзья, пожалуй, самые такое распространенное нарушение, которых вы не знаете, которые имеют место быть. В законе это очень строго оговорено, что вы не имеете права писать, публиковать посты для того, чтобы собирать денежные средства. Благотворительность – это все незаконно до тех пор, пока вы не являетесь представителем компании, которая зарегистрировалась как благотворительная организация. То есть благотворительная деятельность лицензируется на территории Эмирата. И если вы припостите, то есть само продвижение таких незаконной деятельности, сборов средств, само рекламирование, репост или же объявление, сбор денег, каким-либо образом участие является наказуемым. Это серьезное наказание, за которое следует очень жесткая мера ответственности. Поэтому, пожалуйста, друзья, имейте в виду, что нельзя собирать денежные средства, когда благотворительная помощь является лицензируемым видом деятельности. Еще одно правонарушение, это преступление на территории Эмиратов, это публикация в социальных сетях определенного рода содержания, публикации с контентом, содержащим оскорбление личности или достоинства, оскорбление религии, вероисповедания определенных, или же оскорбление символики национальной, или же государственных органов. Это на самом деле очень серьезно, друзья. У меня даже в практике было, что здесь девушка, которая опубликовала на официальном государственный пост, который был издан правительством Дубая, где там что-то связано с «будьте аккуратны с коронавирусом», там «придерживайтесь меры», она написала фейк. Она сделала такой дизайн, как фейк, и опубликовала у себя в социальной сети Instagram. После этого она собралась к себе на родину, в аэропорту она обнаружила, что у нее travel ban, ее там же и закрыли, забрали, и это очень серьезное нарушение, потому что люди не понимают, что здесь нельзя с этим шутить. Я как раз таки на прошлой неделе была в главном управлении дубайской полиции, у меня также там была беседа с офицером полиции, который занимается киберпреступлениями. Он мне рассказывал о том, что на самом деле очень большой наплыв, очень большая ситуация такая вот тревожная с тем, что многие люди не знают, что это нельзя делать, и они завалены работой. И они это разгребают, наказывают, ставят travel ban. Поэтому, друзья, будьте аккуратны, когда вы приходите на территорию чужой страны, нужно соблюдать законы этой страны. Ну, надеюсь, вы автомобиль не моете в неположенном месте, потому что в Дубае нельзя, в Эмиратах вообще нельзя мыть машину
перед какими-либо зданиями или просто на парковке. Это на самом деле очень серьезно, тоже наказуемое деяние. И имейте в виду, что такое же нарушение является это оскорбительные жесты. Если вы кому-либо показали жесты, он счел себя оскорбленным, он, соответственно, может обратиться в полицию, и вы будете наказаны. То же самое касается, если вы оскорбили словом или действием, или каким-либо образом человек посчитал себя оскорбленным. Я даже приведу пример, конечно, это не совсем, наверное, показательно в данном случае, но долго заглядываться тоже нельзя на чужую жену, чужую пассию, потому что было у меня случай в практике, когда мы были на одном мероприятии, это было вечернее время, и тот человек, который был в нашей компании, молодой человек, подвыпил, и каким-то образом у него зрительный контакт завязался с одной девушкой из Египта. Рядом с ней сидел ее то ли парень, то ли жених, и мы так и не поняли. Сейчас, наверное, он себя узнает, будет, надеюсь, не обидится. Но, в общем, у них завязалась вот эта вот перепалка, которая чуть ли не переросла в драку. Все потому, что, соответственно, тот был возмущен тем, что ты, говорит, смотришь на мою девушку, на мою жену или сестру. В общем, ты, говорит, очень долго на нее смотрел. И вот таким вот образом нужно понимать, что это менталитет, немножко быть аккуратными, особенно когда наши джентльмены пытаются помочь, пройти, там, прикоснуться к талии, там, сопроводить девушку, которая идет впереди. Это все на самом деле чревато. Здесь нельзя прикасаться вообще к женщинам. Долго смотреть тоже нежелательно, конечно, тем более фотографировать, тем более чужих детей, чужие кадры и так далее. То есть все эти нюансы, они очень щепетильно к этому относятся, наверное, потому что в том числе надо понимать, что в этой стране все отдыхают. И не каждый хочет быть обнаруженным, в том числе где-то в социальных сетях, что его с кривой гримасой сфотографировали или где-то он в неподобающем виде был, застали его врасплох. Поэтому это просто обычное уважение к личности. Это есть и в наших странах в законе, если вы откроете. У нас и оскорблять нельзя, у нас также нельзя использовать незаконное использование изображения. Только, однако, здесь это преследуется очень жестко. За этим соблюдают, законы соблюдаются, и как минимум вам запрет и штраф обеспечен. Поэтому это все были основные нарушения, которые вы можете совершить на территории Эмиратов, приезжая сюда, неважно как турист или работа. Поэтому это надо знать, друзья, и надо уважать традиции, законы и менталитет чужой страны. Когда вы приезжаете в чужой монастырь, вы должны немножко понимать уставы этой страны и не лезть со своим, как говорится. Друзья, всем спасибо за внимание. Это была Айман Ескараева. Пишите свои комментарии, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на меня в социальных сетях и будем на связи.